Всем привет! Меня зовут Ольга, я рада видеть вас на своем канале. И сегодня мы поговорим о хлорофитуме. Сортов этого растения не так уж много, различаются они в основном окраской листьев. Листик может быть полностью зеленый, иметь белые полоски по краю листа, либо по центру листа, либо лист может быть максимально белый и иметь небольшие зеленые полоски. Есть сорта с кудрявыми листьями, например, хлорофитум бони. И самый необычный сорт, который резко выделяется из всех, это хлорофитум Fireflash. Он имеет насыщенно зеленые листья с яркими оранжевыми черешками. Хлорофитум хорошо растет как при ярком освещении, так и в полутени. Чем больше белого оттенка присутствует на листьях растения, тем более яркое освещение ему требуется. Влажность воздуха существенной роли не играет, опрыскивать его не обязательно, но можно раз в месяц устраивать растению теплый душ, ему это очень понравится. Плюс это смоет лишнюю пыль с листиков. Поливать хлорофитум нужно обильно весной и летом, в период активного роста. Осенью и зимой полив снижают. Пересаживают растения в классический цветочный грунт, ничего придумывать не надо. Главное, чтобы там был какой-то разрыхлитель, песок или перлит. И обязательно на дно добавить дренаж. Растет хлорофитум очень быстро. В прошлом году я укореняла вот таких деток. И спустя год они доросли вот до такого размера и сейчас перед вами. Поэтому молодые растения, конечно, нужно пересаживать каждый год, а растения постарше уже можно пересаживать раз в 2-3 года. Не бойтесь брать следующий горшочек побольше, можно сразу на 2 размера. То есть если до этого у вас растение было в 14 диаметре, то можно брать уже не 16, а сразу 18. Корневая система у этого растения очень сильная, растет быстро. На корнях можно наблюдать небольшие вздутия. Это не болезнь, не вредители. Это абсолютно нормально, такое у них строение. Размножают хлорофитум вот такими отводками, которые появляются либо на конце вот этой веточки, либо прям вдоль всей веточки могут идти. Укореняются они чрезвычайно легко, можно в воде, можно прямо в грунт. Например, вот такие корни наросли в воде за 10 дней. На таких же веточках образуются не только детки, но и цветы. Они довольно-таки мелкие, невзрачные, поэтому не сильно украшают растения. Насколько пышным делать куст хлорофитума, это личное дело каждого. Мне нравится, когда кусты большие, поэтому при пересадке я наоборот соединила 2 маленьких кустика. Кому хочется что-то более спокойное, можно ставить 5-7 розеточек, и будет достаточно. Но лично мне не очень нравится, когда высаживают одиночные кустики в большой горшок, они просто там теряются. При размещении этого растения необходимо учитывать не только освещение, но и то, что у него появляются вот эти висюльки. Если это будет классический низкий горшок, и он будет стоять на подоконнике, то все вот эти детки и цветы будут просто разбросаны по подоконнику, и это будет очень некрасиво. Поэтому, если это подоконник или стол, я бы рекомендовала использовать вот такой высокий горшок, либо разместить растения на какой-то стойке или полке, где все вот эти веточки будут красиво свисать, особенно когда их очень много, смотрится невероятно красиво. Вредители на хлорофитум нападают редко, и все основные проблемы, которые могут возникнуть, связаны с тем, что растению становится тесно в горшке, ему не хватает воды, либо ему не хватает питания. Если кончики листьев начинают подсыхать, а сам лист сморщиваться, однозначно не хватает воды. Старайтесь поливать его чаще, либо обильней. Если на листиках появляются бурые пятна, заломы, то растению не хватает питания. Начните вносить удобрения, и растение очень быстро придет в норму. Заломы могут быть на листьях у взрослых растений, у которого лист уже очень длинный, но вот на такой длине листа заломов быть еще не должно. Если листики начали ломаться, обязательно подкормите ваше растение. О том, как размножить хлорофитум, я сделаю отдельный короткий ролик. Если видео было вам полезно, не забывайте поддержать его лайком. А у меня на сегодня все. Я прощаюсь с вами и до новых встреч!